Всем привет, это Ждан Александр, и сегодня мы с вами поговорим подробнее про спрайты, тайловый фон и анимацию главного героя. Для того, чтобы это сделать, нам нужно создать новый проект, как обычно, выбрать нужные размеры нашей игровой среды. Ну, допустим, я выберу 16:9 SD. Нажму «Создать», и здесь у нас есть лист, на котором будут находиться наши персонажи непосредственно. И теперь давайте создадим нашего персонажа при помощи спрайта. Спрайт находится вот здесь. Для того, чтобы открыть это меню, мы нажали 2 раза по нашему листу. И здесь в объектах он находится почти в самом низу, чуть ниже середины. Выбираем спрайт. Здесь появляется такой вот курсор в виде прицела. И мы можем нарисовать здесь нашего персонажа. Так, давайте я попробую чуть-чуть приблизить вот так, чтобы было виднее. Значит, наш персонаж, он будет выглядеть следующим образом. Так, сейчас мы обводку эту уберем. Допустим, он будет зеленого цвета. Вот у него ноги. Руки. Вот таким образом. И, допустим, мы хотим сделать, чтобы когда он у нас стоит на месте, чтобы у него двигались глаза, допустим. Для этого мы идем в самый низ, находим здесь внизу анимация и нажимаем дублировать. У нас появляется 2 одинаковых кадра. И теперь второй кадр нам нужно немножко поменять, чтобы он отличался от первого. Допустим, глаз будет сюда уходить. Этот будет уходить сюда. Берем вот этот инструмент, чтобы определить цвет. Определяем, какой здесь был цвет. Белый такой у нас, да? Берем заливку, заливаем лишнее. Так. И давайте добавим еще один кадр. Опять-таки продублируем это. И еще немного подвинем нашему персонажу глаза. Так. И здесь вот так. И опять-таки зальем на лишнее. Вот как-то так. Теперь мы можем нажать на анимацию. Вот она у нас. И здесь обязательно идем в правый нижний угол, смотрим зацикливать, да? Выбираем эту штуку. И теперь, чтобы проверить, как это будет работать, смотрим в самый верх. У нас тут есть кружочек с треугольничком. Нажимаем на него. Вот как-то так у него будут глаза двигаться. Дальше. Допустим, мы хотим сделать, чтобы у нас еще была анимация, когда он ходит, чтобы он, ногами двигал. Для этого идем вот сюда в раздел анимации. Это у нас будет уже отдельная анимация. Поэтому мы нажимаем правой кнопкой и нажимаем дублировать. Вот у нас появляется еще одна анимация. Давайте ее сразу переименуем. Назовем ее, например, run. От слова бежать, да, на английском. И здесь у нас будет следующее поведение. Значит, у нас будет всего 2 кадра. На первом кадре у нас вот эта нога будет вот так. Делетом я сейчас стираю, выделяю выделением, получается, да? Вот этот инструмент выделения. И нажимаю Delete. То есть вот так как-то это будет выглядеть. Давайте нажмем на анимацию Run. Обязательно тоже проверим, что тут зацикливать стоит. И проверим, как это работает. Вот как-то так. В принципе, нормально. Главное, чтобы вы увидели, как это в принципе делается. Вот. Так, вот у нас персонаж, у него уже есть набор некоторых анимаций, да, которые у него будут. Теперь давайте пол сделаем. Пол мы сделаем с помощью тайлового фона. Напоминаю, что тайловый фон — это объект, похожий на спрайт, но здесь все преимущество его заключается в том, что он у вас будет повторяться, когда вы его будете растягивать. Допустим, песок.
Давайте добавим какие-то камушки. Допустим, так. Чуть поменяем цвет. Еще чуть-чуть. Так. Возьмем вот это чуть светлее. Ну вот. Как-то так. Как-то так. Теперь выбираем зеленый цвет. Это у нас будет, допустим, травяное покрытие такое. Так. Ну и здесь сделаем такое подобие травки такое. И теперь, когда мы нарисовали этот кусочек, мы закрываем. И нам остается только растянуть эту часть. И вы видите, что таким образом мы можем очень быстро нарисовать себе пол для персонажа, да, любого размера, который нам нужен. Нам нужно только растянуть до нужного размера. Так, ну и теперь давайте сделаем в поведениях тейловому фону поведение твердый, чтобы персонаж мог по нему бегать, потому что персонаж будет платформером поведения, а платформеры могут бегать только по твердым. Ну и давайте поставим персонажу платформер и добавим следить за. Ну и соответственно теперь камера будет следить за персонажем, и мы можем ним управлять. Вот таким вот образом. Вот все работает. Осталось настроить анимацию при ходьбе. Для этого необходимо добавить клавиатуру. Чтобы добавить клавиатуру, нажимаем 2 раза по листу. Здесь вот у нас есть клавиатура. Выбираем клавиатуру. Заходим в список событий. Он у нас вверху, если вдруг у вас тут его нет, вы находите его здесь справа, нажимаете 2 раза, он у вас здесь появится. И нам нужно добавить новое событие. Соответственно, что мы будем делать? Мы будем определять, какую кнопку нажимает игрок. Например, правую или левую. И в зависимости от этого мы будем разворачивать своего персонажа вправо или влево. Клавиатура. При нажатии клавиши нажимаем стрелку вправо. И здесь выбираем добавить действие, персонаж. И есть такой здесь пункт, называется зеркальный. Пишем зеркальный, вот оно, установить зеркальность. И ставим зеркальный. Здесь копируем эту команду, Ctrl-C, Ctrl-V. Обязательно на стрелочку нажимаем, чтобы оно все выделилось. Потом Ctrl-C, Ctrl-V. Теперь здесь нажимаем 2 раза и меняем стрелочку на левую. И здесь меняем команду с зеркальный на незеркальный. Вот. Разворот у нас уже есть. Давайте проверим. Ну вот. Тут у него, конечно, плохо это видно. Ну ничего страшного, я думаю, что вы увидели этот момент. Теперь осталось сделать анимацию, чтобы он ногами перебирал, когда он идет. Для этого мы добавляем новое событие, выбираем нашего персонажа. И здесь у нас есть, значит, сравнить скорость. Да? И еще есть движение. Давайте выберем в движении. Добавим действие, персонаж, установить анимацию. И здесь выбираем анимацию ходьбы. Вот она, run. Так, проверяем. Ну вот. Но есть один нюанс. Когда мы останавливаемся, анимация не останавливается. Почему? Потому что нам нужно сделать проверку, что если персонаж стоит на месте, да, то тогда нужно установить анимацию, когда он стоит. Но для этого есть команда вот сравнить скорость. И смотрим, если скорость равна 0, тогда персонаж установить анимацию и ставим обычную анимацию. Так, проверяем.
Ну вот, мы идем, он перебирает ногами, мы стоим, он останавливается. Но тут есть один нюанс. Вот, например, мы прыгаем, видите, он перебирает ногами. Мы находимся в полете и идем, он тоже перебирает ногами. Как исправить, чтобы этого не было, чтобы он в полете как бы не перебирал ногами? Для этого нужно в этой команде, вот здесь, добавить дополнительное условие и проверить, находится ли он на полу. Для этого нажимаем вот сюда, нажимаем правой кнопкой «Добавить другое условие», выбираем персонажа, и здесь в оранжевых командах у нас есть «Находится на полу». Тогда у нас эта анимация будет срабатывать только в том случае, если персонаж у нас находится на полу и находится в движении. Смотрим. Вот он в движении и на полу. Анимация работает. Подпрыгиваем. Анимация останавливается. Подпрыгиваем, пытаемся идти. То же самое происходит. В полете он теперь не ходит. Он ходит только когда он на полу. Это у нас и есть. Если нам, допустим, нужно настроить прыжок персонажу, надо добавить еще одну анимацию. Таким вот образом. Давайте назовем ее Jump, например. Jump. Единственное, что здесь нужно отключить зацикливание. Так, ну и осталось настроить. Добавляем событие, персонаж. И тут у нас есть событие, называется прыгает. И если персонаж прыгает, тогда персонаж, установить анимацию. И выбираем Jump. Так, давайте проверим. Ну, соответственно, вот наша анимация прыжка. Так, и вот это по поводу скорости вот здесь. Тоже желательно добавить дополнительное условие, точно такое же, как мы добавляли выше. Сегодня мы разобрались с анимацией персонажа, со спрайтами поработали и с тайловым фоном. Если вас интересуют еще какие-то темы по констракту третьему, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Со временем будет видео все больше и больше.